Дорогие друзья, коллеги, девчонки-пчелки, что-то плохо смотрите годовые циклы, лайков не вижу, просмотров тоже нету. И вот смотрю, нужны эти годовые циклы или не нужны. Поэтому давайте так, сейчас тема совершенно другая, не о годовых циклах, но если в этой теме будет лайков много, значит тогда стоит, наверное, продолжать годовые циклы, и у нас следующий месяц май. Вот. А сегодня мы поговорим о пчеле. И я хочу эту тему завернуть как бы с другой стороны. С какой? С той, что, чтобы мы с вами понимали, сколько нужно труда для того, чтобы выкормить одну личинку, ну вот яйца или от рождения личинки, да, до того момента, покуда она зародится, вылупится. Для чего? Да для того, чтобы понимать, что когда идут взятки и много расплода, сколько отвлекается пчел на выкармливание личинок. И вот почему они гнезда заливают, пчелы, почему не дают матки сеять, вы сразу сейчас все поймете. Так вот, начну с того, что для выкармливания одной личинки участвует 2785 пчел. Можете себе представить? 2780 пчел участвует в кормлении одной личинки. А если этих личинок, я там знаю, на 3-4 рамках, можете себе представить, какое отвлечение пчел идет на выкармливание? Пчелы 10 тысяч раз посещают одну личинку, чтобы дать корм ей. 10 тысяч раз. Да, контакт быстрый, там секунды происходят. Они тратят, значит, 10 часов там с минутами на то, чтобы выкормить вот эту личинку. Но тем не менее, пчел-то сколько участвует. Эти данные, это данные ученых, которые предметно исследовали это все дело. Вот. И документально зафиксировали. Есть такой Гайдак, профессор энтомологии в Америке, Рёш, Сакагами, Япония, Ландауэр, американец. Как бы фамилии, которые, вроде как и не мелькают на слуху, но тем не менее, эти люди, которые изучали жизнь пчел, изучали, чем они занимаются, какое разделение труда у них, значит, они метили пчел и наблюдали за ними в течение всей их жизни. Вот. Поэтому, данные как бы, и главное, что данные, эти исследования проходили, допустим, не только в Америке, это в Америке, в России, в Японии, в Чехии. То есть разные ученые, независимо друг от друга, проводили вот такие вот исследования, и, собственно говоря, они как бы перекликаются. Разница, конечно, может быть, некоторых данных есть, но тем не менее оно справедливо. Поэтому не зря пчелы ограничивают матку в засеве, когда идет главный взяток, для того, чтобы максимально использовать всех пчел на принос нектара и на заготовку кормов себе. Так что не удивляйтесь. И вот эти ученые, исследовав жизнь пчел, мы для себя говорим, что пчела там в молодом возрасте кормит личинок, потом, значит, переходит к ульевым работам, и потом через какое-то время она начинает вылетать в поле на работу. Но, значит, вот эти вот исследования показали, что пчела, только родившись, значит, она начинает выполнять чистку ячеек. Свою ячейку вычистит, других там ячейки вычистит. И вот 3 дня она занимается
чисткой ячеек. Опять же, это все условно. Сейчас мы дальше к этому подойдем, почему это условно. Но, грубо говоря, 3 дня. Потом она начинает, уже переходит к личинкам и начинает кормить старших личинок. И где-то с 6-го дня рождения она начинает уже выкармливать молодых личинок, самых молодых личинок, потому что к 6-му дню у нее подглоточные железы, которые способствуют подготовке кормов вот этих для самых молодых личинок, они уже развитые у нее, и она приступает к выкармливанию самых молодых личинок. И вот примерно кормлением она занимается где-то 11-13 дней, до 11-13 дня. Значит, с 11-13 дня пчела перестает выкармливать личинок и начинает приступать к внутриульевым работам. То есть, это и строительство вощины, и прием нектара, переработка нектара, вентиляция нектара. Значит, пыльцу принимает, складывает в ячейки. Вот этими работами пчела занимается где-то примерно до 18-20 дня. И становится стражем. Становится на охрану своего жилища. Охраной жилища своего она занимается недолго. Сутки, 2 суток, как правило. И потом, начинает выходить на облеты, начинает выходить со старшей пчелой, включается уже в полевые работы по поиску нектара, по приносу нектара в улей. Это примерно где-то с 18-го, с 21-го дня. Но пчелы, семья пчел, их нельзя рассматривать как одну особь, семью пчелиную. Это единый организм, который живет по своим законам. Вот как у нас организм устроен, печень, почки, поджелудочная и тому подобное, и каждый орган выполняет какую-то свою определенную функцию, так само и в пчелиной семье каждая пчела выполняет какую-то, или группа пчел, выполняет какую-то определенную функцию для того, чтобы семья, это организм, этот единый, жил целостно. Так вот, ученые так до сих пор и не исследовали этот феномен, но каким-то непостижимым образом пчелы в пчелиной семье знают, какую работу на данном этапе нужно выполнять. И даже старые пчелы могут участвовать в строительстве вощины, могут участвовать в выкармливании расплода. Пчелы наблюдали это. Пчелы, которые приносят пыльцу, могут сами ее складывать в пчелиные ячейки. Поэтому сложный симбиоз пчелиной семьи, который не поддается досконально изучению, и тем не менее там скрыты внутренние какие-то законы в пчелиной семье, по которым все вот эти вот особи живут единым организмом. Поэтому рассматривать это в простонародье, в пчеловодстве, принято делить на 3 этапа развития пчелиной особи, пчелы, что я уже говорил. В молодом возрасте личинки, потом внутриульевые работы и работа в поле. Но это очень сложно. Некоторые, кстати, пчелы, тоже из результатов наблюдения, некоторые пчелы всю жизнь, от рождения и до погибели, до отхода в мир иной, они стояли на страже улья. Сторожем, охранником были. Некоторые пчелы всю жизнь свою, короткую,
ну это по нашим меркам короткую, для них это целая жизнь, занимались приносом воды, водоносы были. И они больше не участвовали ни в каких работах, вот, других. Потом, значит, разведчик. Есть охранники, есть пчелы, которые работают в поле, вот. А есть еще разведчики, которые вылетают в поисках нектара. Так вот, в пчелиную семью, когда прилетает пчела, ну, разведчица старшая, да, и она своими танцами показывает направление, куда лететь пчелам, где есть нектар. Она возбуждает, вот на соте, где она находится, возбуждает тех пчел. Пчелы начинают повторять за ней танец, и потом устремляются, в соответствии того, что она показала, устремляются в полет в поле за тем нектаром. Но есть пчелы, которые не участвуют в этих танцах. Они вылетают сами по себе. Так вот, те пчелы, которые вылетают сами по себе, это разведчики. Они не участвуют в танцах, они не повторяют. То есть они вылетают и ищут нектар уже сами по себе. Потом, прилетая в улей, опять показывают уже другое место, где они нашли цветы там с нектаром. Или медоносы какие-то. Вот такая интересная жизнь пчелиная. Поэтому не забывайте, что в каждом процессе нужны знания для того, чтобы понимать эти процессы. И ведь технологий в пчеловодстве, технологий очень много. И я хочу сказать, что одна технология вот работы с пчелами в этом году, она вам принесла какой-то результат положительный. На следующий год это уже может быть и неприемлемо будет, потому что погода, развитие семьи, еще какие-то накладываются факторы, которые не позволяют вам сделать вот так вот, да, а надо делать по-другому. Потому я всегда говорю, в запасе у пчеловода должно быть несколько наработок. Это и подсадка маток, это и весенне-летние работы, значит, и борьба с роением. Вы с роением в этом году вот так вот боролись, да, а на следующий год то, что вы делали в прошлом году, может и не получиться у вас. Очень много нюансов. И тем более, вот я сказал, я думаю, задумайтесь, да, одну личинку 10 тысяч раз посещают пчелы, участвует 2780 тысяч пчел, и перед самым запечатыванием личинки, перед самым запечатыванием, пчелы посещают личинку 3000 раз. Перед самым запечатыванием. Можете себе представить. Поэтому во время взятка, чем меньше расплода, тем лучше. Расплод нужен, чтобы он был до взятка. А как посчитать, правила есть. И я это видео выкладывал, рисовал на картинке, значит, как можно посчитать в зависимости от региона, где вы проживаете, и от тех цветоносов, ну, которые вы знаете, когда они зацветают. Так что знать надо, чтобы увязать все это дело, да, и грамотно направить развитие пчелиной семьи в нужное русло. Вот так вот. Не забывайте ставить лайки. Я же понимаю, я сам такой, бывает, посмотрел видео и забыл лайк поставить. Но я возвращаюсь. Я все равно возвращаюсь к тому видео и нажимаю, значит, на колокольчик, на кнопочку. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Здоровья вам крепкого. В семье тепла, уюта, положительных мыслей. Потому что наша жизнь такова, как мы о ней думаем. Думайте положительно. Мечтайте о хорошем. И все у вас будет прекрасно. До новых встреч, друзья. Пока.